Привет, друзья! Мне очень приятно, что вы заглянули ко мне в гости. И в этом видео я поделюсь с вами различными вариантами закусок, что можно подать к бокалу шампанского в новогоднюю ночь. Но эти закуски отлично подойдут к любому праздничному столу. Готовится все довольно быстро, а выглядит шикарно. Все эти закуски, несомненно, украсят ваш праздничный стол и станут изюминкой любого вечера. И начнем мы с вот таких оригинальных звездочек с двумя разными начинками. Беру упаковку слоеного теста прямоугольной формы. У меня упаковка на 230 грамм. Теперь беру форму для печенья и формирую вот такие звездочки. Моя форма шириной 7,5 сантиметров. А теперь на половине из них я проделаю отверстие в виде вот такой маленькой звездочки. Если у вас нет маленькой звездочки, возьмите просто круглую формочку. Теперь соединяем две звездочки вместе. Я выложу выпекать и маленькие звездочки, и если они мне не понадобятся для украшения, мы их просто съедим. У меня получается 10 штук. И выкладываем их в форму для выпекания. Теперь вилочкой протыкаю тесто в серединке. Вот таким образом. А сейчас беру желток и добавляю немного молока и перемешиваю. И смазываю полностью верхние звездочки. Смазали, а теперь можно и отправлять в духовку. Духовку предварительно разогреваю на 180 градусов и выпекаю до красивого румяного цвета. Смотрите, какие они уже стали пышненькие. И вот такие красавчики у нас получились. А теперь приготовим начинку. Для первого варианта мне понадобится немного сливочного сыра. И возьму небольшой пучок укропа. Укроп я нарежу мелко-мелко и добавлю к сыру. Посолите по вкусу. И хорошенько перемешайте. По желанию можно добавить и немного чеснока. Теперь убираю в кондитерский мешочек, так будет намного удобнее. Обычно я кондитерский мешочек завязываю на узелок и пока отправляю в холодильник. Первая начинка готова. Для второго варианта мне также понадобится сливочный сыр и немного рукколы. Я уже добавила соли и немного черного молотого перца и перебиваю погружным блендером в однородную массу. Вот такого красивого цвета получилась наша начинка. Теперь возьму начинку с укропом и заполню половину звездочек. Я уже нарезала копченый лосось на полосочки. И теперь, закручивая полосочку, у нас с вами получится вот такая маленькая красивая розочка. И выкладываем ее в серединку. И так проделываем со всеми звездочками. И теперь для красоты добавим листочек укропа.
А для второго варианта мне понадобятся креветки. Я добавлю немного оливкового масла и перемешаю, так они будут блестеть и будет выглядеть еще красивее. По желанию можно добавить немного лимонного сока. Теперь заполняю остальные звездочки второй начинкой. И добавляю по 2 креветки сверху. И для красоты добавлю листочек рукколы. И вот такая обалденная закуска у нас получилась. Очень вкусно, красиво, быстро и празднично. Хрустящие звездочки с нежной начинкой из сливочного сыра отлично сочетаются с креветками и копченым лососем. Такая закуска никого не оставит равнодушным. Но мы перейдем ко второй закуске и приготовим вот такие аппетитные канапе. Среди этих канапе будут и соленые варианты, и сладкие, так что все найдут для себя что-нибудь вкусненькое. Ну а сейчас пойдемте готовить их вместе со мной. Для этих канапе возьму вот такой тостовый хлеб. Ну а если у вас такой хлеб не продают, вы можете взять просто нарезанный батон. И его нужно будет нарезать на ровные квадратики. Я же от этого хлеба отрежу темные края, так будет красивее. Вот таким образом. И теперь нарежу их пополам. И каждые 2 таких кусочка я буду заправлять разной начинкой. Для первого варианта я смазываю хлебушек шоколадным кремом, а вы можете взять и нутеллу. Затем накрываю вторым кусочком и снова смазываю шоколадным кремом. Хорошенько смазывайте все до краев и не жалейте, добавляйте крема, чтобы было вкусно. Смазали и пока убираем в сторону. Для второго варианта я хлебушек смазываю фисташковым кремом. И так как этот крем не сладкий, этот вариант будет для тех, кто отказывается от сахара. Накрываю второй половинкой и сверху снова смазываю этим кремом. Смазали и пока убираем в сторону. Для следующего варианта мы хлебушек смажем арахисовой пастой. И эта паста, как вы знаете, не сладкая, так что и этот вид канапе не будет сладким. Накрываю вторым кусочком и сверху снова смазываю арахисовой пастой. Смазали и этот, и также убираем в сторону. Для следующего варианта я смазываю хлебушек молочным кремом с кокосовой стружкой. А вы можете смазать кремом из белого шоколада или смешайте сливочный сыр с сахарной пудрой. Я уже накрыла вторым кусочком и сверху смазываю этим же кремом. Смазали и этот, а теперь нарежем смазанный хлебушек на маленькие квадратики. Из каждого варианта у меня получается 8 вот таких маленьких квадратиков, как раз на один укус. Это очень удобно для закусочного варианта. И так нарезаю и все остальные. И вот такие маленькие аккуратные кусочки у нас получились. И теперь мы их дополним и украсим разными видами орехов. На шоколадный крем я добавлю жареные лесные орешки. И затем накалываю шпажки. И выкладываем на любой поднос для подачи. На фисташковый крем выкладываем обжаренные соленые фисташки.
Накалываю шпажки, и наши соленые канапе готовы. И выкладываем на блюдо. На белый молочный крем я выкладываю темные миндальные орехи для контраста, так будет красивее. Накалываю шпажки. И выкладываю в блюдо. На арахисовую пасту я выкладываю обжаренный соленый арахис. Накалываю шпажки, и еще один вариант соленых канапе готовы. На молочный крем я выкладываю жареные тыквенные семечки. Накалываю шпажки и убираю на блюдо. А теперь на следующие 4 кусочка с фисташковым кремом я выложу соленый жареный арахис. А вы можете выкладывать любые орешки на ваш вкус. Можете использовать кедровые орешки, бразильский орех, грецкие орехи, пекан. И можете даже посыпать жареным кунжутом или просто жареными семечками. А теперь на оставшиеся 4 кусочка с арахисовой пастой я выложу жареные лесные орешки. И на оставшиеся квадратики с шоколадным кремом я выложу жареные грецкие орехи. И вот такая обалденная закуска у нас получилась. Я думаю, от такой закуски никто не откажется. Получается очень аппетитно, вкусно и празднично. И как я говорила, вы можете использовать любые виды орехов на ваш вкус. А некоторые из них можете еще посыпать кокосовой стружкой или декоративным шоколадом. Тоже получится и красиво, и вкусно. Ну а мы перейдем к следующей закуске и приготовим вот такие оригинальные канапе. Такие яркие, красивые и вкусные канапе будут отличным вариантом к бокалу шампанского в новогоднюю ночь. Заправим мы их сладкой кремовой начинкой и украсим фруктами, так что пойдемте готовить их вместе. И для этого нам понадобится вот такой тостовый хлеб. И еще нам понадобится любой сливочный сыр, у меня это маскарпоне. И теперь в этот сливочный сыр я добавляю сахарную пудру. На 250 грамм сыра я добавила 2 столовые ложки, но вы добавляйте на ваш вкус. Хорошенько перемешиваю и разделяю на 2 пиалки. Приготовим 2 вида крема. Один оставим беленький, а во вторую пиалку добавлю красный ликер для выпечки. У меня это алькермес. Перемешиваю и добавляю понемногу, пока не получу красивый ярко-розовый цвет. И вот такой начинкой мы будем заправлять наши канапе. Теперь смазываю хлебушек белым кремом. Добавляйте, не жалейте, чтобы было вкусно. Смазали, а теперь накрываю вторым кусочком хлеба. И сверху снова смазываю кремом.
и пока откладываю в сторону. И то же самое проделываю с розовым кремом. Может показаться, что на них нужно много времени, но на самом деле готовятся они быстро. Смазывайте хорошенько до краев. Смазали, а теперь накрываем вторым кусочком хлеба. По желанию можете внутри смазать белым кремом, а сверху розовым, или наоборот, и получится двухцветное канапе, тоже будет очень красиво. А теперь разрезаем наши заготовки на маленькие квадратики. Из каждой заготовки у меня получается 32 квадратика, как раз на один укус. Вот такие маленькие аккуратные кусочки у нас получились. Разрезаем и белые, и затем будем украшать. И для первого варианта возьмем красивые рубиновые зерна граната и выложим их в форме цветочка сверху, вот таким образом. Для красивой и яркой подачи, конечно, лучше взять фрукты разных цветов. И получается вот такой красивый лакомый кусочек. И затем накалываем шпажки. Следующие мы украсим виноградом. Жаль, что я не нашла темный виноград, моя закуска была бы еще ярче. Смотрите, как красиво! Для следующего варианта я возьму дольки мандаринов. Если вы хотите добавить блеска мандаринам, смажьте их или медом, или абрикосовым вареньем. Какая прелесть! Для следующего варианта я нарезала ананас на кусочки. А теперь возьмем киви. Киви я нарезала вот такими треугольничками. И для следующего варианта я такими же треугольничками нарезала апельсин. Используйте любые фрукты, с клубникой и черникой тоже будет очень красиво. Жаль, что я не нашла других фруктов. На розовых я уже выкладывала зерна граната, а сейчас выложу и на белых. И уже получатся другие краски. И на блюдо выложу их поочередно, и будет выглядеть очень красиво. И также выкладываю те же фрукты на розовые канапе. Посмотрите, какого красивого розового цвета они получились, как маленькие зефирки. И подаем. Выкладываю рядами поочередно белые и розовые, мне кажется, так красивее. В этом видео я с вами поделилась сладким вариантом канапе, но если вы предпочитаете соленый, я вам оставлю ссылочку в описании под видео на 10 классных вариантов соленых канапе, так что заглядывайте. И вот такие красивые и яркие канапе мы с вами сегодня приготовили. Канапе – это идеальная закуска для праздничного и фуршетного стола. И такие канапешки точно разнообразят и украсят ваше праздничное меню. Ну а подать их к шампанскому – это вообще супер. А самое главное, что они простые и быстрые в приготовлении, а смотрятся просто шикарно.
Если вам понравилась идея, ставьте пальчики вверх и пишите ваши комментарии. Или просто оставьте мне сердечко в комментариях. Мне будет очень приятно. Ну и на этом я с вами прощаюсь, но мы обязательно встретимся в следующем видео. До скорой встречи!